Приветствую вас на канале Раиса Кириченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня 8 октября 2022 года, и мы живем на юге Украины. У нас температура в последние дни днем поднимается до 23-25 градусов. Но сегодня с утра уже очень жарко, будет не меньше. Ночью сейчас температура плюс 10, и то это утром уже, а прошлой ночью плюс 6 было. Но вот такая температура и в теплице я снимаю, начинаю снимать это видео в теплице. У нас зреют, продолжают созревать баклажаны. Смотрите, что у нас здесь. Баклажаны более устойчивые, и они очень хорошо, даже в эти холодные ночи, продолжают формировать. Вот смотрите, сколько баклажанов формировать плоды, и мы как раз вот эти баклажаны на фаршировку отправляем. Икра уже заготовлена. Вот смотрите, сколько их еще. Вот. С перцем, конечно, посложнее. С краю теплицы они более холодно было, и вот они там более слабенькие. Ну а по центру есть еще и перец, и формируется, и растет. Есть, вот смотрите, вот таким образом. А вот этот перчик, конечно, слабенький. Не выдержал он у нас вот этого похолодания. Слабо. Но собран был достаточно хороший урожай в этой теплице. Зато очень хорошо смотрится. Вкусные баклажанчики такие хорошие. Баклажаны шикарные. А вот теплица с томатами. Смотрите, сколько еще помидоров. Собираем. Продолжаем собирать. К сожалению, огурцы уже все. Да, мы практически перестали поливать уже больше 10 дней, потому что уже пора готовить теплицу к зимовке. Вот такое у нас положение в теплице. А вот сидератный горох растет на месте картофеля. Вот здесь мы таким образом убираем усталость почвы. Ну и будут, конечно же, удобрения. Горох. Сегодня снова же 8 октября. Сегодня все снимаю. Специально хочу показать, чтобы вы видели, что у нас происходит. А в это время, кстати, в Якутии от минус 20 до минус 30 градусов. Минус. Цветут у нас ранние хризантемы. Поздновато, но цветут. Тех поздние еще нет, а вот ранние сорта уже полным ходом цветут. А вот участок, где собираемся высаживать чеснок и лук. Здесь еще полным ходом растут тыквы. Естественно, из-за того, что я защищала их от болезней. Но уже 2 недели точно не провожу никаких ни подкормок, ни защитных мероприятий. Тыквы зреют, но мы уже готовимся их к сбору. Место готовим. Вот, пожалуйста, тыквы. Это вот место под чеснок и под лук. Вот здесь у нас кабачки. Помните историю, как мы их высаживали? Это бочки. В бочках растут кабачки. Они уже, казалось бы, должны остановиться в своем росте. Но только вы посмотрите, что здесь творится. Здесь 8 октября продолжают расти кабачки. И цветут, и растут. И не только. Вот они боковые пустили побеги. Вот смотрите, что творится. Мы продолжаем жарить кабачки. И это 8 октября. А рядышком здесь же растут гранаты. Созревают очень вкусные, красивые плоды гранатов. И кабачки. Кабачки растут не только в бочках, но и здесь в открытом грунте. И тоже цветут и вяжут новые плоды. Есть у нас и ремонтантная клубника. Вот она созревает. И это тоже сегодня, 8 октября 2022 года. На пасынках первого порядка, то есть вот эти пасынки первые, которые были, вот на них уже созревает у нас виноград. И это октябрь месяц. А вот на пасынках третьего порядка зеленоватый еще виноград есть, но
он зеленоватый. Но при таких температурах еще и он созреет. А этот очень сладкий и вкусный виноград. И у нас еще летают пчелы. Не только летают, но и собирают. Смотрите, пыльцу из роз и других цветов. Вот она там трудится, пчелочка. Вот она, красавица. И я неспроста сейчас говорю о пчелах, потому что одна из наших подписчиц написала, что в этом году пчелы до сих пор еще занимаются развитием своих семей. Матка откладывает яйца, и еще сверху даже не заклеивались щели вот в самом улье. Обычно прополисом закрывают пчелки, а в этом году еще этого нету. И пчелы вот трудятся, и трудятся неспроста, потому что есть чем трудиться, есть что собирать, есть что есть. И это говорит не о том, что будет теплая зима, а будет говорить о совсем других обстоятельствах. И мы сейчас об этом с вами поговорим. Я так долго и подробно вам показываю не только то, что у нас продолжает расти в теплицах, но и на огороде, в открытом грунте идет процесс вегетации. Деревья зеленые, никакого листопада еще нет. Хотя в прошлые десятилетия, в этот период даже на юге, уже в сентябре случались заморозки, и после этих заморозков падали листья, и уже чувствовалось во всем зима, осень развернулась, и готовилась природа к зиме. И земля, и мы. Но вот сейчас вот такая погода. Сегодня на открытом солнце 26 градусов, в тени 21 градус тепла, очень тепло. В это же время в Сибири под минус 30, минус 20 и более. Дальний Восток, там тоже сравнительно тепло, минуса нету. Ну, европейская часть, кстати, тоже в тепле. Европейская часть под воздействием и циклонов, теплых потоков воздуха из Африки и из Азии. Поэтому просто теплынь такая стоит. Идет смещение времен года. Это то, что я вам говорила в видео, когда мы рассматривали погоду на 2023 год. Это очень важно. И эта тенденция будет сохраняться. Смещение времен. Никогда еще не было вот такого у нас на юге даже времени, когда бы птицы в октябре месяце уже не летели в теплые края. Еще в сентябре начинались вот эти перелеты птиц, и все время в небе звучали голоса этих птиц. Сейчас только иногда можно увидеть подготовку молодых птенцов, уже взрослые стали, и вот их готовят к тому, что будут лететь. Но когда это произойдет, пока еще неизвестно. Октябрь по-прежнему теплый, и октябрь дает возможность питаться разнообразием и зеленой массы, естественно, в воде всего много есть. Поэтому у нас вот такое смещение не только на месяц и полтора. Ощущается, что это смещение у нас на юге будет на 2 месяца. Вот эта вся предыстория очень важна для одной важной задачи, которую мы должны с вами решить. И этой задаче посвящено наше сегодняшнее видео. Многие знают мой подход к теме. Я очень детально изучаю задачу, изучаю проблему и находим вместе выход. А выход таков. Если пчелы еще не закрыли улей прополисом верхнюю крышку, если пчелы размножаются, если птицы еще только-только делают первые облеты, готовятся к тому, чтобы лететь в теплые края, если у нас продолжается вегетация растений в саду и на огороде, то это не значит, что будет теплая зима. А это говорит как раз о том, что смещение происходит и у нас будет позже, и начало зимы, начало весны, и, естественно, начало лета.
А если лето будет вот так смещено, и мы с вами уже рассматривали погоду на лето 23 года, где много будет влаги, много воды, у нас и Нептун будет в знаке воды, Сатурн в знаке воды будет, и будут планеты Уран у нас в Тельце, это знак стихии Земли. Юпитер будет тоже в летний период, после 16 мая, в знаке Тельца. Это знак Земли, это снова же не тепло. И Марс даже будет с 10 июля по 28 августа в знаке Девы, а это тоже Земля. И получается, что будет смещение времен года, и вот этой возможности Солнца будет недостаточно для того, чтобы получить качественные семена. Вот к чему я веду. Я очень хочу, чтобы вы поняли, что эта задача будет очень сложная для тех, кто занимается семеноводством, для тех, кто оставляет на потом покупку семян. Поэтому сегодня, уже сейчас, нужно сесть дома своими семенами. Снова же ту тетрадку доставайте, о которой я вам говорила. Посчитайте еще раз, сколько вам нужно растений. Посчитайте, сколько нужно вам семян для каждого вида различных растений огородных. Вот это все просчитайте и идите, направляйтесь в магазины, где вы, или интернет-магазин, если вы проверили, и там качественная продукция. Поэтому семена покупаем на 2023 год, на 2024 и на 2025 годы. У нас впереди очень сложные 3 года, когда вот этот переход, когда вот эти изменения климата, они будут очень нас испытывать, природа будет, естественно, создавать нам такие условия, чтобы мы выстояли, и будет проверка на прочность наших знаний. И вот эти знания о том, что вот происходит у нас с природой, что нужно подготовить для того, чтобы в последующие годы иметь урожай, мы будем еще дальше продолжать тему, но сегодня у нас тема семян. Тема семян будет очень сложной в ближайшие годы. Их будет очень сложно получить. Поэтому идете в магазин и расписываете себе покупку семян на 3 сезона. Ну и еще можно в запасе иметь обязательно. Почему? Да потому что многие будут спешить высаживать рассаду, поэтому нужно запас иметь. Но мы будем еще отдельно говорить по каждой культуре, что, когда мы будем делать и что нужно для этого подготовить. Сегодня наша задача – покупка семян. Это то, что очень важно в ближайшие годы. Мы с вами земледельцы и должны это помнить, что наша задача сегодня будет подготовить качественные семена овощей. Ну, если вы цветами занимаетесь, и цветочные семена. Подготовить хороший, качественный семенной фонд. Это то, что нам нужно на ближайшие 2023, 2024 и 2025 годы. Уже после 2025 года более-менее будут успокаиваться энергии, но уже это смещение, кстати, и природа привыкнет, и мы привыкнем к тем условиям, и мы уже будем знать, что нам нужно готовить постоянно и что нам нужно делать. Времена года смещаются не просто так, и возврата назад не будет. Земля несется в другое время, и мы, жители Земли, тоже сейчас перемещаемся в другую реальность. А в этой реальности будут другие условия. И эти другие условия будут в первую очередь связаны со смещением времен года. Будет другое время, будут другие возможности, другая вода и так далее. Новая реальность, у нас ожидает очень много интересных вещей. Но нам нужно пройти сейчас вот эти 23, 24 и 25 годы, чтобы мы с вами
оставались трудиться на земле, творить, созидать свое пространство, свою жизнь. Мы с вами взяли ответственность за свою жизнь, и мы в ответе за то, что в ней будет происходить. Ну и если приходит информация, знание о том, что вот происходит и что нам нужно делать, мы эту информацию используем. Я, к примеру, уже на 23-24 годы закупила семена. Вот остается 25-й, нахожусь в поиске. И думаю, что я и этот вопрос закрою обязательно. Слаживаю на каждый год нужное количество семян и с запасом чуть-чуть небольшим. И обязательно вот эту задачу мы таким образом решаем. Ну вот я вам сегодня показала, во-первых, ответила на вопрос, что у нас происходит и растет ли у нас что-либо еще в теплицах или в огороде. Мы вам показали, у нас прекрасная погода. Да, временами немножечко ночами прохладно, но у нас по-прежнему еще тепло, у нас по-прежнему еще сентябрьская погода, хотя сейчас октябрь месяц. И мы с вами сегодня определили, что важная задача сейчас для земледельцев подготовить семена. Очень важно заложить фундамент, семенной фонд подготовить на 3 года, на 23, на 24 и 25. Это важно. Как говорит Александр Федорович всегда, лучше пусть останется, чем будет не хватать, потому что купить хорошие семена и сейчас сложно, а тем более в последующие годы, когда не будет возможности выращивать качественные семена, тогда еще будет серьезнее эта задача. Раиса Горяченко и Александр Волик подготовили сегодня ответ на некоторые комментарии и вопросы из видео о погоде зимой 2023 и летом 2023 года. Ну и ответили, что делать с семенами. Это тоже вопрос, который нам задавали наши зрители и подписчики. Что-то вот с этой погодой, погода обычно подсказывает, что качественных семян не будет. Вы правы. И это действительно может такая ситуация быть. И мы должны к этому моменту подготовиться с вами основательно. Мы желаем вам всем благодатной погоды. Вообще-то погода внутри нас. Но вот пока весь народ поймет, что мы все едины, и от каждого из нас зависит, какая будет погода, это, конечно, нужно еще время, и нужно многим осознать и перейти к этому. Ну, а пока мы с вами знаем, что нам нужно делать с семенами. Готовим семенной фонд на 3 года, на 3 сезона. Мы прощаемся с вами. Всего-навсего до следующего видео. Благодарим вас за ваши комментарии, ваше мнение, ваши наблюдения. Продолжайте писать, и мы вместе будем двигаться вперед, созидать, творить свое пространство, свой мир. Мир в мире. Пока-пока.